аккуратненько только. Ну вот, это та группа, которая занималась своим освобождением. Эксперты на родной земле. Ну это волонтер, довольно приветствую. Сейчас поедем уже домой. Он состоит в центре волонтерской допомоги. Это конечно. Ничего, держись, брат. Все нормально. Уже все. Теперь все прошло. Я думаю, що я познав ади в своей жизни. Вот подъезжает на скутере дедушка такой с бородой седой. Не такой уж сильно старый, 60 лет где-то так. Я голова и белый флаг. Я, мол, голова Сельрады. Тут в деревне у нас подразделение и этих ДНРовцев, ну, и чеченцы, и русские стоят. Командир выбрал, то есть мог как ДНРовцам, чеченцы вроде там были, и российские войска. Он принял решение, чтобы это были россияне, и вызвал россиян. Приехавший офицер, в общем, доложил, ну, они оговаривали же условия, все, предъявил документы. То есть это центральный округ города Москвы, полковник спецотряд быстрого реагирования. Вот, полковник Грек, или Греков, я точно не помню фамилию. Греков. В общем, его Греков называли. В общем, тут техника, что стояла за школой, подъехала, броня эти транспортеры. Вот нас загрузили и отвезли в Донецк. На колени! Лицом ко мне! Знаешь, что я такой? Да, это я! Отдай вот от публики. Ну, лица подняли, мальчики! На меня смотрите! Узнаешь, что я такой? Узнаешь? Узнаешь? Я Гиви, мальчики! Гиви! Которого мы не убивать! Ну что, полковник, пообщаемся! Я просто военный. Ты просто военный! Ты чмо? Зачем заприперлась? Откуда? Какой области? Ты откуда? Ловинская область. Какой? Ловинская. Ты? Черниговская. Ты? Винницкая. Что надо тут? Что вы здесь забыли? Шахты восстанавливать пришли. Тихо, я сказал, не лезь. Что забыли здесь, твари? Призвали. Призвали. За кого слушаете угоды? Нож! Руку опусти! За это? Сожрать его Так, заставить. Жри, жри, тварь! Я вас, твари, научу. Моих друзей. Рот открой! Жри, сволочь! А ну руку опусти! Жри! Рот открой! Полковник! Ротик открой! Жри, тварь! А что ты трясешься? Холодно. Холодно? Да я сидел на нем вверху. И ты можешь исправить свое положение, если, например, там развернуто напишешь, там, чем ты занималась, как ты, имена, пароли, явки, ну то есть вот, их интересовал по сути список. Не было у них никакой конкретной информации. Вот.
чем я занимаюсь, как я занимаюсь. И как-то во время этого разговора стало понятно, что они сами не понимают, кого забрали, зачем забрали. Ну, у них были вводные данные. Ну, раз так получилось, давай список. Вот, напиши. А с учетом глубокого пореза и того, что ну, как бы кусок у пальца гуляет, писать было совсем неудобно. Там нацарапала несколько строчек, что там приходила, фотографировала, собственно, все. Было любопытно. И они дальше тоже переставали понимать, что делать. Тут заходил в эту комнату Олег Кубрак, то есть он, ну вот они его как-то, он не скрывался и называл себя вот так. И видя, что он теряет контроль над ситуацией, вот, решил показать, что я окончательно смирилась, наверное. И в приказном порядке потребовал написать кровью на стене, пока он выйдет: «Люблю Донбасс». Написала кровью на стене «Люблю Донбасс». Ну, вот в этом месте я спал. Мне постоянно место давали. Ну, остальные, кто сидя, кто стоя, по очереди, час-два спали. Після цього мене підняли підписати оцей нібито протокол. І після підписання мене посадили в іншу камеру, в цьому адміністративному приміщенні. Це була колишня каса цього заводу, метри 3х4, купа хламу якогось, там столи, сейфи, вікно ролетами було закрите, а на дверях були грати, а самі двері ми відчиняли, щоб можна було подихати. І двері ці виходили в коридор першого поверху цієї адміністративної будівлі. Там було від 3 до 5, 6, 7 інколи. Спали на підлозі і на цих столах зсунутих. На підлозі там в якийсь момент з'явилися матраси, також такі пенопластові ці настили. Інколи випускали, так, зазвичай раз на день, але не завжди тоді, коли ув'язнені просили про це. Були моменти, коли там жінок похилого віку по декілька годин не випускати в туалет. Знаешь, какое я предложение внес? Вы ваши там невинные боевики, которые за вами долбами прячутся. Нам ролики присылают, что вы этих чехов боитесь, у них борода там туда-сюда. Вытащить вас, одно место почистить, я лично буду снимать и им отсылать. Я пам'ятаю, заліз аж під стіл від таких побоїв. Мене за ноги витягнули, зняли обув і носок, на палець намотали дрот і на руку намотали дрот. І магнета. Ну і сміялись, що це дзвонок Ярошу. Ну я ще раз, вони від цього отримали задоволення. Потім знову били, потім знову дзвонили. Це казалось, це ніколи не закінчиться, казалось. Потім мене підняли під руки і повели, і завели мого друга туди. Мене завели в клітку, я чув ці крики. Просто лицом вниз, как бы, и они меня били где-то от, как это называется, поясницы, да, до колена. Естественно, я же переворачивалась в это время. Били меня, хотели бить по животу, у меня до сих пор здесь осталось вот след, с учетом того, что это было в начале, когда
где-то 17 числа, 20-го, потому что сказали, что они выбивают укропа, потому что мама такая, еще и еврейка, еще и такая националистка, и как бы папа ВСУшник, ну то есть совсем не ребенок. 2 шага вперед. Кругом. Еще надо. Давай мы назад. А вы 2 шага назад. Дальше отходите. Говороствор. Да мародер. Бондаря. Выгнать с позором. Через живой коридор. Пошел. Это тебе за воровство. Голова неудачи. И на день 5 или 6 расстреляли паренька. Он был в Миусинске, он сам с Миусинска был. И, в общем, каждое утро этот комбат его выводил, давал 5 минут времени на уборку кухни, на уборку коридора, мытье, подметание, и чтобы кухня была там, посуда помыта. Если тот не успевал, но это физически невозможно успеть, он его избивал. Избивал страшно, ногами, прикладом. В общем, типа бандеровский ублюдок, фашист. Что-нибудь знаешь об этом человеке? О пареньке я только мельком его видел, ну, в тот момент он был худой. И вообще ничего. Единственное, что знаю, что он был с Миусинска, город Миусинск, там где бои. И, как сказала вот эта вот Катя, когда я спросил у нее, а где, ну, паренек, который убирал, потому что с это, ну, в общем, как утром, получается, за ним пришли, он поубирал, ну, не утром, может, часов 10 в 11, ну, это утро еще. И зашел комбат к нему, говорит, пошли. Я же тебе говорил, что тебя как бы, ну, расстреляли. Не, вернее, я же тебе говорил, что-то такое. Тот, нет, не надо, не надо. Он говорит, все равно пошли. С ним, с комбатом было 2. Они этого паренька под руки и вывели. Потом был слышен удар, крики паренька, и 4 выстрела. Ну, подряд, как бы, не очередью, а именно 4 одиночных выстрела. Ну, одновременно. И все. После этого о пареньке не слышно было. Заглянул комбат, говорит, ты следующий на очереди, это ко мне. Но он так сказал в каждую камеру. Вот это был садист уникальный. Дальше там были другие истории. Вот. Ну, я вечером, Катя, когда давала еду, ну, как обычно, перловка, сечка и кусочек хлеба. Мало, очень мало, ложка, это было, ну, 2, вот так вот чуть-чуть на дне миски, и все. Это то, что вот так вот 20 дней как кормили, раз в день. Вот. И 1-1,5 удавалось набрать воды, вот, в день. Говорю, а куда паренек делся? Я говорю, действительно расстреляли? Он говорит, да, расстреляли, он помогал, воду носил, там, это, еду укропом, вот, в Миусинске. Пленных киборгов из Донецкого аэропорта повели по улицам города. 17 украинских военнослужащих, взятых в плен в аэропорту Донецка, ведут под конвоем по улице Куйбышева, пишет в Твиттер Пандемик. По словам ДНРовцев, киборги участвовали в обстреле остановки Боссе, на которой погибло 13 мирных жителей. Рядом с киборгами идут местные жители, которые оскорбляют пленных и пытаются кидать в них палки. Идея устроить такой парад принадлежит лидеру террористов Донецка Александру Захарченко. Роботи майже щодня були. От, виганяли на розвантаження, завантаження вибухівки, зброї, крадених автомобілей, підмітання вулиці на території цієї ізоляції, збирання гільз. Плюс ми регулярно носили там, було 2 ящики з 2 стволами зенітними. Страшенно важка штука. Незрозуміло, для чого в такий ящик по 2 ствола кладуть, в принципі, тобто його неможливо в 4 підняти. От. І от, я так розумію, що це для
Начальство цієї ізоляції була особлива розвага, це нас поганяти, значить, з цими 2 ящиками. От, території ізоляції, там їх поносити туди-сюди. Они мне дают возможность, то есть я должна дать интервью, как они выразились, это мой билет на свободу. Они должны сесть со мной, заучить, что я буду говорить. Они мне это все напишут на листочке, то есть мы тебе напишем, мы тебе покажем. Ты же понимаешь, как важно, чтобы люди знали правду, какая Украина плохая и вообще какая замечательная Россия, какой замечательный ДНР. И тогда в первый раз за все время они мне дали возможность помыться, сказали, да, там, что родители, мы скажем родителям, они привезут тебе новую одежду, потому что нужно выглядеть хорошо. Дарина Соколова, урожденная дончанка, была на той стороне. Бывшая активистка правого сектора, она сотрудничала с радикалами сперва как волонтер, а потом сама попросилась на фронт. Провела в расположении батальона «Торнадо», бывший Шахтерск, куда влились и правосеки, и айдаровцы от силы неделю. Хватило, чтобы понять, кто и зачем пришел на Донбасс устанавливать мир. Это быдло, зэки, урки, я не знаю, какие-то на вид, преступники, патологические, я не знаю, там, рецидивисты. Я увидела их, мне стало страшно, что я сейчас повернусь спиной кому-то из них, и вот эта же девушка мне по голове даст, потому что ощущение было такое, смотришь на людей и понимаешь, что им в голову может прийти все что угодно. Я хотела бы обратиться к правительству Украины с просьбой помочь моему освобождению, каким бы то ни было образом. Если это есть в вашей компетенции, я прошу помочь мне, потому что в ЛНР меня считают преступником. Для моих всех знакомых, всех, кто меня знает, все прекрасно понимают, что я ничем не виновата. Я никогда не совершала никаких преступных действий. И я прошу правительство помочь моему освобождению. Я прошу помочь мне, потому что я не могу находиться в этих условиях. Я не заслужила находиться сейчас в тюрьме. Поэтому я прошу мое правительство... Я гражданин Украины, я прошу помочь моему освобождению, каким бы то ни было образом.